Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу показать плетение из бусин 6 миллиметров. Покажу, как плести, как заканчивать ряд, как делать переход на второй ряд, как плести второй ряд, как делать переход на следующий ряд, как заправить леску, когда закончилась она, и как заправить новые отрезки лески для продолжения плетения. Постаралась все подробно объяснить. А сейчас приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать бусы. Они у меня 6 миллиметров. Мне понадобится леска. Она у меня 0,5. И предварительно я ее вытянула вот этой выпрямлялкой для волос. Покажу, как плести плотное полотно. Особенно меня просили показать переход на другой ряд. И затем мы с вами сплетем маленький такой кошелечек-сумку. У меня вот такой маленький фермуар. Я взяла примерно метр лески, согнула пополам и на одну из лесок одеваю бусины. 4 бусины. Все наши крестики, будем плести крестиками, будут состоять из 4 бусин. Извините, что очень медленно, очень маленькие бусы, трудно их поймать прямо в руке. 4 бусины есть. Я увожу их на середину. Вот. И теперь в одну из крайних бусин, кому как удобно, берем один край лески и выводим его назад. Делаем петлю. Вот, вытаскиваем. Вот у нас образовалась петля. И вторую леску перетаскиваем через эту петлю. И все затягиваем. И теперь нашу петлю затаскиваем в одну из бусин. Вот у нас есть первый крестик. Помним, что мы плетем крестиками. И теперь получается, эта бусина у нас уже есть. Из 4 бусин крестик, значит, нам нужно еще 3. На одну леску одеваем одну бусину. На другую леску одеваем 2 бусины. Кому как удобно. Справа, слева, это все равно. Так, вторая бусина. Увожу все вниз. Так, вот мое плетение. Здесь получается у нас одна бусина, здесь 2 бусины. И где 2 бусины, снова берем край лески, конец лески и делаем петлю. Вот, уводим. Вот наша петля. Теперь вторую леску перетаскиваем через эту петлю и все затягиваем. Вот что у нас получается. Второй крестик. Вот наша петля. Затаскиваем в бусину. Многие говорят, делают петли, затаскивают, но все равно плетение неровное, кривое. Мы не только затаскиваем, но еще утягиваем вот так сильно. Поэтому многие, кто плетут, привязывают, вяжут сюда тейп-ленту или еще что-то, или лейкопластырь, чтобы не резало пальцы. Снова одна бусина у нас есть. На одну леску одеваем одну бусину. Вот у нас. На вторую леску. Так, вторая леска, 2 бусины. Одну, 2. Все утягиваем вниз. Вот. Теперь снова. Вот у нас одна бусина, вторая и еще 2. На леске, где 2 бусины, возвращаемся леской в одну из бусин. Вот наша петля. Перетаскиваем вторую леску и все затягиваем. И затягиваем леску. Вот, у меня здесь уже 3 крестика. И продолжаем плетение, сколько крестиков вам надо. Вот наше плетение. Первый ряд может быть вот такой немножко кривенький, это ничего. Теперь, как осуществляем переход на следующий ряд? На следующий ряд мы осуществляем переход. Мы также используем 3 бусины. Только есть одно но. Мы не одеваем одну бусину на одну леску и на вторую леску 2 бусины, а одеваем на любую из лесок 3 бусины. Раз, 2. Это именно делается переход. Первый ряд. 3. Вот все наши 3 бусины. Приподнимаю все наши 3 бусины на одной леске. И теперь в последнюю бусину мы делаем петлю. Как я уже говорила, на любую, на правую, на левую, кому как удобно плести.
Вот наша петля. И теперь перетаскиваем вторую леску в петлю и затягиваем. Вот вы видите, петля у нас уже оказалась вот, сейчас я вам покажу, сверху. Вот я ее затаскиваю в середину, и леска у нас рабочая уже в правильном направлении лежит. Теперь переход на второй ряд. Также мы берем 3 бусины и на крайнюю леску одеваем. Так, 1, 2, 3. Так, уводим все бусины вниз. Вот наши бусины. Вот, так, 3-я бусина потерялась. Сейчас, вот она. Вот наши 3 бусины. 1 есть, 3 еще. И снова в последнюю делаем петлю. Ничего сложного. Здесь главное понять, как это все работает. Вот наша петля. И теперь мы просто вторую леску через петлю. И снова все затягиваем. Так, вовнутрь. Затянули узелок и еще все вот так утягиваем. Вот у нас начало второго ряда. Чтобы плести дальше, нам вот эту нижнюю леску надо перетащить через вот эту бусину. Вот я беру и через одну бусину, не через 2. Вот. Теперь у меня 1 бусина здесь есть, 2 вот здесь. Нам не хватает теперь 2 бусины. Берем леску верхнюю, одеваем 2 бусины. Так, где тут? Вот 1, 2. Так, сразу утаскиваю на плетение, чтобы вы видели. Вот 1 есть, 2, и теперь во вторую, вот эту в крайнюю, снова делаем петлю. Вот наша петля. Петля есть, и вторую леску через петлю. И все затягиваем. Так, петлю затаскиваю в бусину. Вот у нас уже 2 крестик. Теперь снова нижнюю леску перетаскиваем через бусину нижнего ряда. Так, ну где она? Вот она. У нас здесь снова 2 бусины есть. На верхнюю леску одеваем еще 2 бусины. 1, 2. Увожу их к плетению, чтобы вам показать. И снова в последнюю бусину делаем петлю. Возвращаемся леской назад. Вот наша петля. И теперь вот эту леску через эту петлю. Так, все, вот. И все затягиваем. Петлю затаскиваем вовнутрь. Вот. Теперь снова нижнюю леску через ряд бусины нижнего ряда. Снова одеваем 2 бусины, делаем петлю, перетаскиваем, затягиваем и плетем вот до сюда самостоятельно. Ну вот, я дошла до 2 края, и теперь вот эту нижнюю леску, так же, как обычно, перетаскиваю через бусину нижнего полотна. Вот она. И теперь, чтобы нам сделать переход на другой ряд, будем теперь работать вот с этой леской. Теперь вот эта леска становится рабочей. Эту леску оставляем. Поэтому на нижнюю леску, здесь у нас есть 2 бусины, одеваем еще 2 бусины. Вот 2 бусины. И теперь уже вот этой леской проходим в крайнюю бусину. И вот наша петля снова. Перетаскиваем леску и затягиваем. Вот 2 ряд у нас закончен. Теперь, чтобы сделать переход на следующий ряд, мы снова берем 3 бусины. Для удобства плетения я переверну. Делаем точно так же, как делали переход на этот ряд. Вот наша леска. Переход мы делаем 3 бусинами. 3 штуки.
одеваем 1, 2, так, 3 бусина, 3. Уводим сюда, вот я вам сразу покажу. Обычно я петлю делаю и дальше иду. Вот 3 бусины, в последнюю делаем петлю. Вот наша петля. Теперь перетаскиваем вторую леску и все затягиваем. Затянули, и обязательно петлю. Следим за тем, чтобы все петли были в середине бусин. В этом случае ваше полотно будет крепкое. Вот снова мы на 3-м ряду. Теперь нижняя леска у нас идет через бусину нижнего ряда. Вот она. 2 бусины у нас есть. Набираем еще 2. Помним, все крестики у нас состоят из 4 бусин, поэтому 2 берем. Вот, обычно я сразу делаю петлю, перетаскиваю к полотну, вот, и хватаю вторую леску. И все затягиваю. Вот наша петля, затягиваю, и затем еще саму вот эту леску утягиваю. И вот у нас 3-й ряд. Плетем самостоятельно. И еще раз покажу, как закончить ряд, затем покажу, как закрепить и как спрятать леску. Вот я перехожу леской через последнюю бусину, через нижнее плетение, и теперь вот эта леска становится рабочей. Берем 3 бусины, 2 бусины, извините. Это переход на следующий ряд 3 бусины. 2 бусины берем, вот мое плетение. И в последнюю делаем петлю. И вторую леску перехватываем. Все затягиваем. Так, мне удобнее с этой стороны. Давайте вот так переверну. И затягиваем все вовнутрь. Обязательно узелки. Вот видите, у меня прямо аж рука дрожит. Надо все затянуть. И вот полотно получается крепким, ровным и красивым. И теперь, если вам надо спрятать леску, то нам надо через бусины пройти вниз. Не проходим вот в следующую насквозь, а наоборот, вот вниз. Если вы пройдете насквозь, будет видна леска, будет некрасивое плетение. Так, сейчас я неудобно перед камерой. Так, сейчас. Вот, прохожу леской в эту бусину. Прохожу леской вот в эту бусину. И теперь вот этой леской вот в эту бусину. Так, если не проходит, то сейчас будем использовать иголочку. Мне многие писали, что не проходит. Сейчас достану иголочку. Вот я беру иголочку и вот ищу выход. Вот, нашла. Немножко вот так вот. Все. И теперь беру леску и возвращаюсь. Вот моя леска вылезла. Поэтому можно использовать иголочку. Вот. 2 лески у меня встретились. Вот они. Теперь я стараюсь сделать крест и вторую леской. Вот крестик. Вот видите, одну на другую. И вторую вот теперь эту леску обратно перетаскиваю. Снова делаю петлю. Так, сейчас. Вот. И вот вы видите, петля есть. Затаскиваю ее вовнутрь. Вот, все. Леска у нас внутри. Это держится, никуда она уже не убежит. Для надежности можно пройти еще через 1 крестик. Лишнюю леску обрезаем. У меня есть маленькие ножнички, где-то другие. Но я сейчас не знаю, где они. Аккуратно не обрежьте основную леску. И вот как у нас полотно получается. Теперь многие задают вопрос, как начать следующее плетение. Вы просто берете следующий отрезок лески. Вот, например, вы начинаете с этой бусины. Давайте с этой. Вот. Вот у вас уже леска готовая, одета. Все. Просто вы ее одели через
бусину. Так, сейчас отрежу покороче и покажу. Вот, есть. Теперь переход на следующий ряд. 3 бусины. Мне хочется в этом видео показать сразу все. Как плести, как делать переход, как заправлять леску и как новую леску. Вот мои 3 бусины, переход на следующий ряд. В последнюю я делаю петлю. Вот, перетаскиваю вторую леску и все утягиваю. Все, у меня уже есть переход на следующее начало следующего ряда. Вот, теперь нижняя леска идет через бусину нижнего ряда. И дальше плетем по 2 бусины. И продолжаем плетение. А на сегодня все. Надеюсь, после этого видео всем станет ясно, как плести, как делать переход на другой ряд, как заканчивать ряд, снова переход, как заправлять леску и как начинать новый ряд. Если есть вопросы, пишите под видео. Буду рада ответить и помочь. И в следующем видео мы с вами будем плести на фермуаре. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.